Хай, привет, конничева. Меня зовут Галина, и я 2 года живу в Японии. Сегодня я бы хотела поговорить о том, как поступить в японский колледж. Для начала я хотела бы пояснить, что в Японии есть колледжи, так называемый сенмонгакко, и есть университет, так называемый дайгаку. Дайгаку — это как раз про высшее образование, это про получение степени бакалавра, тогда как сэмунгаку — это больше как наше среднее специальное образование. Эти два разных заведения будут отличаться и по длительности обучения, по стоимости, по процессу поступления. Длительность обучения в университете будет составлять от 4 лет и выше, так же как, в принципе, и в наших странах. А длительность обучения в колледже будет составлять от 2 до примерно 3 лет. Что касается стоимости, опять-таки университет будет дороже, и стоимость будет варьироваться, скорее всего, от 1 200 000 йен в год до примерно 3 миллионов. По крайней мере, те университеты, которые я рассматривала и куда я ходила на открытые двери, максимум было, по-моему, 3 миллиона в год. Что касается сэмонгаку, то здесь стоимость будет варьироваться примерно от 800 000 и выше, где-то до 2 миллионов. Также, если вы собираетесь приехать в Японию для того, чтобы после обучения устроиться на работу, в таком случае важно упомянуть, что при обоих вариантах, вне зависимости от того, вы будете получать степень бакалавра или среднее специальное образование, впоследствии вы сможете получить рабочую визу. Это очень важный факт, потому что, чтобы получить рабочую визу, у вас в целом должно быть какое-то образование. Если вы закончили только 11 классов, либо если вы закончили, насколько я помню, если вы в России закончили колледж, но не университет, то это не будет котироваться здесь, и вы не сможете получить рабочую визу. Но если вы закончите японский колледж, или же японский университет, или университет в любой стране, то тогда вы сможете получить японскую визу. Именно рабочую. И так как я сама учусь именно в сэммунгаку в колледже, поэтому сегодня я буду говорить о том, как поступить непосредственно в колледж. Как я уже упомянула, для университетов система может быть немного другой. Для начала я расскажу о том, где я учусь. Мой колледж находится примерно на окраине Токио. Он называется Tokyo Air Travel Hotel College. Также вы можете его найти в интернете по названию Tokyo Gakuen, потому что там вроде как 2 колледжа. Tokyo Gakuen, в котором больше творческих специальностей, отделение танцевальное, музыкальное, озвучка аниме, анимационный отдел, ну и так далее. А Tokyo Air Travel Hotel College, что там отделение бизнеса, отделение отельного бизнеса, также отделение, я не знаю точно, как оно называется, но, в общем, про перелеты, вот про все это туризм, отель, бизнес. И это как бы 2 разных колледжа, но при этом они соединены в один. Оба колледжа находятся в одном и том же кампусе. Но я обучаюсь именно в Tokyo Air Travel Hotel College, и моя специальность называется English Korea. Сегодня я не буду подробно рассказывать о том, что это за специальность и что мы там изучаем. Но если вам интересно, то можете сказать мне об этом в комментариях, и, возможно, впоследствии я сниму тоже такое видео. Но непосредственно о том, как же я поступила в колледж, как в целом здесь устроена система поступления именно в сэммунгаку. Первое, что вам нужно будет больше всего, это знание японского языка. Но преимущество в том, что уровень языка, который вам необходим для поступления в сэммунгаку, будет значительно ниже уровня, который вам нужен для поступления в дайгаку. Если в университет вам нужно сдать японский на уровень N2, и при этом вам нужно показать документ, то есть сертификат, что вы сдали на уровень 2, то в сэммунгаку вам достаточно иметь знание японского примерно на уровне N3, и не всегда вам даже нужно будет предоставлять об этом сертификат. То есть они будут оценивать ваш уровень языка уже по собеседованию, по каким-то документам, которые вы будете сдавать, ну и так далее. Затем, когда вы уже более или менее уверены в своем уровне языка, и, кстати, я тут хочу упомянуть, что никогда не ждите от себя какого-то суперперфекционизма, не нужно думать, что вот у меня еще недостаточно японский, значит, мне нечего делать
в японском колледже. Это может быть вашим заблуждением и то, что будет вас тормозить, потому что по моему опыту, по опыту моих друзей, все мы обучились в языковых школах там от 1,5 лет, то есть 1,5 года, 2 года, но при этом никто из нас по окончании языковой школы не говорил по-японски, там просто вот, ну, уровень N2, там, да, что-то такое, что-то нереальное. То есть у нас у всех был какой-то такой средненький уровень, примерно daily conversation, поэтому не ждите от себя слишком многого, если вы чувствуете, что у вас японский хотя бы около N3, то есть, может быть, даже еще не N3, но где-то уже ближе к концу N4 и вы вот подходите к N3, то вы смело можете пробовать. И не бойтесь, главное просто быть уверенным, но об этом я еще попозже скажу. Второй этап, когда вы решили. Когда вы поняли, что у вас достаточный уровень японского, вы думаете, куда же вам подаваться. Один из самых простых способов выбрать для себя колледж — это подумать об этом заранее, до того, как вы приедете в языковую школу. Я думаю, что большинство людей, кто планирует поступать в колледж, вам все равно придется сначала приехать в языковую школу, хотя бы на полгода, если там вы до этого учили язык в своей стране, у вас он уже довольно хороший. В принципе, конечно, есть вероятность, что вы будете подаваться из своей страны, но часто вам нужно будет именно присутствовать в Японии, и, возможно, вы захотите приехать, чтобы подтянуть свой уровень японского хотя бы на полгода. И в таком случае в колледже можно подумать заранее и выбрать ту школу, которая будет иметь, скажем так, связи с каким-то учебным заведением. Некоторые школы, по-моему, даже имеют связи с университетами, но я точно говорить не буду, потому что я сама в такой школе не училась. Но школа, в которой училась я, это Tokyo Gakuen Language School. Соответственно, у них связь с Tokyo Gakuen Technos College, да, тот колледж, в который я в итоге поступила. Это не единственная языковая школа, которая сотрудничает с колледжем. В чем преимущество, если вы пойдете по этому пути? Ну, во-первых, вам сразу школа даст рекомендацию в колледж, и вас там уже все будут знать, особенно если будут, как в моем случае, у нас были совместные мероприятия языковая школа и колледж. Из-за короны эти мероприятия были онлайн, но тем не менее я в них участвовала, и учителя меня уже знали. И когда я пришла на день открытых дверей в колледж, все уже помнили меня, они знали, что я приду, они были более ко мне расположены. Поэтому это первое преимущество, то, что вас уже будут знать и вас будут уже ждать. Второе преимущество, то, что вам, скорее всего, предоставят скидку на обучение в колледже. То же самое было, опять-таки, в моем случае. У меня была скидка практически 100 тысяч йен, что довольно неплохо. Я, кстати, до этого не упомянула, но я плачу за колледж 900 тысяч йен в год. И это довольно дешево. Но если все-таки вы выбрали школу, у которой нет никаких связей с каким-либо учебным заведением, это не беда. Конечно, вы можете просто сами поискать разные колледжи. Вы можете это делать, ну, либо Google Sensei, что довольно очевидно. Возможно, также в вашей школе вам учителя будут помогать, они будут вам говорить, вот, сходи на открытые двери в то место, сходи на открытые двери в то место. Либо все-таки вам придется как-то искать информацию самим, но я просто вам скажу, что в этом нет абсолютно никакой сложности. Кто-то вам где-то подскажет, ваши знакомые вам подскажут, где-то вы сами найдете в интернете, где-то вы можете написать на форумах, опять-таки, именно под ваш запрос, что именно вы хотите изучать. Еще я, кстати, до того, как приехала в Японию, еще из России, я просто вводила в гугле там специальность, которая мне была интересна. Я писала там Tokyo College, и тоже какие-то я находила варианты. Мне несколько раз даже приходили рекламки в мой почтовый ящик, просто какие-то университеты, либо какие-то колледжи, они вот, ну, видимо, рассылали студентам такие вот рекламки. И я рассматривала даже один вариант. Я думала, о, может мне туда поступить. Там был какой-то языковой колледж, он прям очень дешевый. И я такая, о, может мне туда. Вот, но потом я все-таки передумала. Итак, следующий этап, когда вы поняли, вы говорите по-японски,
вы нашли колледж, в который вы хотите поступать. Следующий этап — это, скорее всего, будет сбор документов. То есть вы скажете колледжу: «Привет, я был у вас на дне открытых дверей, мне вас понравилось, хочу у вас учиться». И они скажут: «Хорошо, мы вам пришлем пакет документов», и потом вы получите этот пакет документов, то есть список документов, которые вам необходимо будет подготовить. В этом списке будут какие-то базовые бумаги, которые вам именно от школы, где вам нужно будет заполнить базовую информацию о себе: кто вы, откуда вы, кто ваша семья, где ваша семья, ваш уровень заработка. И, кстати, вот уровень заработка вам нужно будет тоже предоставлять справки из банка. То есть вам нужно будет все это подтверждать, и более того, вам нужно будет это переводить как минимум на английский язык, возможно, где-то на японский язык, в зависимости от колледжа. В моем колледже можно было делать перевод на английский язык. Это справка из банка, которая будет о вашем доходе, если вы платите за учебу самостоятельно, либо от вашего спонсора, то есть от ваших родителей, я не знаю, мужа, брата, там, жены, в зависимости от того, кто будет платить за вашу учебу. Также в этом документе нужно будет вложить мотивационное письмо, которое вы тоже, скорее всего, будете писать на японском, ну, не скорее всего, 100%. Ну и в основном какие-то копии документов, то есть, опять-таки, ваш паспорт, ваша карта резидента, ваше вот это вот все. Ну, какие-то другие, возможно, документы по мелочи. Там нету ничего сверхъестественного, ничего суперсложного. Ни с чем у меня не было проблем, насколько я помню. Поэтому просто будете идти по списку, делать копии, делать переводы, если это будет необходимо, и готово. И когда вы уже отправите пакет документов, и вас одобрят по вашим документам, следующим шагом будет собеседование. Причем собеседование, скорее всего, будет проходить в самом колледже, и это будет групповое собеседование, то есть будет несколько студентов и несколько учителей, сидящих в классе. И вам разные учителя будут задавать разные вопросы каждому студенту. Естественно, они будут говорить с вами на японском, но никто не ожидает от вас супер какого-то идеального японского. Поэтому просто, опять-таки, не волнуйтесь за этот факт, потому что, когда я поступала в колледж, господи, мое собеседование было ужасным. Я вот реально после собеседования подумала: ну если меня возьмут, это какое-то чудо произойдет. Во-первых, у меня собеседование было онлайн, потому что тогда еще была корона, и была какая-то новая волна в Токио. Мне пришло электронное сообщение, что вот собеседование будет онлайн, поэтому вам не обязательно надевать костюм. А да, если у вас, ну, обычно, если у вас собеседование, неважно, в компанию или при поступлении, вам необходимо будет надеть так называемый рекрутосьюци. Это определенный вид официального костюма, в котором есть свои правила. Обязательно для девочек это будет пучок на голове, это будет белая рубашка, пиджак темно-синий либо черный, юбка до колен темно-синяя либо черная, и абсолютно базовые туфли без каких-либо там замочков, крючочков, ремешочков, то есть абсолютно базовые туфли. Причем там еще высота каблука важна, но я не помню там сколько, по-моему, максимум 5 сантиметров. Но точно не буду говорить про рекрутосьюци, это сейчас не тема этого видео. Вот. Но, в общем, вам нужно будет обязательно надеть официальный костюм. Мне пришло сообщение о том, что собеседование будет онлайн, и этот официальный костюм не обязателен. И я могу быть в обычной повседневной одежде. Ну, я подумала: о, ну прикольно, так и сделаем. И приходит день собеседования, я сижу чуть ли не в пижаме. Ну, естественно, я там не супер там была в пижаме, но в своем каком-то обычном домашнем костюме, без какой-либо прически, просто вот, скорее всего, как-то вот так. И я смотрю, и другие две студентки, которые тоже присутствуют на собеседовании, идеально вылизанный, в идеальном костюме, в идеальной прическе. И я такая: ну зашибись. Отличное начало. Когда началось собеседование, на самом деле, опять-таки, какие-то вопросы я не понимала, и я просила задать их еще раз. Какие-то вопросы я думала, что понимала, на них отвечала, потом я по лицу учителя понимала, что, кажется, я что-то не то сказала. Но каким-то образом все-таки я прошла. И я это к тому, что просто не бойтесь пробовать, не бойтесь облажаться, не бойтесь, что ваш японский будет каким-то недостаточным.
Никто от вас ничего не ожидает супер нереального, поэтому вы тоже от себя это не ожидайте. Вам просто нужно показать, что вы базово хотя бы понимаете японскую речь, и вы какие-то предложения умеете формулировать. И если вы это покажете, то, скорее всего, вас возьмут. Ну и все, на этом вы говорите бай-бай, идете к себе домой, и какое-то время, честно, я уже не помню сколько, несколько недель, либо месяц, вы ждете результатов, которые вам потом приходят по почте. И я помню этот счастливый момент, когда я достала этот конвертик, я даже не поняла сначала, что это такое. Открываешь, что-то по-японски написано, а тут как раз у меня парень ко мне приходил в гости, мой парень японец, и я ему показываю, говорю: а что такое, что-то написано, мне что-то платить надо? Опять какие-то счета, что ли, пришли?» И он такой: «Ты какой-то экзамен сдала?» И тут до меня доходит. И я начала сразу там прыгать, такая: «Ура, я поступила!» В общем, я была очень счастлива. Ну, последним этапом, соответственно, вам останется только внести оплату, вам дадут какой-то срок, за который вам нужно будет это сделать. Иногда даже вам будут готовы идти на уступки, тоже даже если вы будете не готовы оплатить до какого-то числа, вам скажут: «Ничего страшного, мы подождем». Но я уверена, что это не во всех учебных заведениях. В моем колледже довольно уступчивые учителя, довольно понимающие, и если какие-то проблемы, они всегда идут ученикам навстречу. Такое получилось видео. Я надеюсь, что вам немного стала более ясна система поступления в японский колледж. Здесь абсолютно нет ничего сложного. В сравнении с университетом, в университете вам потребовалось бы также сдавать какие-то дополнительные экзамены, потребовалось бы больше документов и лучшее знание японского языка. Если вы поступаете просто в Саймонгакко, то, по сути, все, что вам нужно, это знать японский на уровне N3. Все. Потом дальше просто сдать необходимые документы, ну и деньги отложить. И, пожалуйста. Ничего сложного. Поэтому тем, кто планирует учиться за границей, неважно, в Японии или не в Японии, желаю всем успехов. Это прекрасный опыт, который дает огромное количество возможностей, новых знакомств и просто меняет вашу жизнь на до и после. Поэтому пусть ваши все мечты обязательно сбудутся. Также, если у вас есть какие-то предложения по поводу следующих видео, не стесняйтесь писать их в комментариях, и я надеюсь, что мы с вами скоро снова увидимся. Пока!